Всем привет, это превью по готовящемуся обновлению. В него будет ходить оригинальная готика, готика Reload, сглаженная готика, готика, сделанная мной и Евгением Отисом, и последний вариант готики, который делает Илья с использованием объектов Мегаскана. И сейчас пробежимся, посмотрим, как это выглядит и что сейчас в настоящий момент еще не доработано. Итак, на текущий момент в сборке работают следующие вещи. Это смена дня и ночи. Ну, она почасовая, то есть нужно нажимать на клавиши Z и X. Вот я в одну сторону кручу и в обратную. Пока что такой вариант освещения. Сейчас первая проблема возникла, это с загрузкой вариантов освещения. Второй момент, это сейчас аудио темы не работают, они отключены, потому что их нужно настраивать. Этим, по идее, должен заняться наш звуковик. Еще здесь есть наработки 2D меню, это инвентарь. Сейчас он прогрузится. Ну, раньше он вылетал, но после того, как наш программист нашел, в чем проблема, теперь эти компоненты спокойно грузятся, и можно будет завершить работу над всеми этими вещами. Миссии. Но миссии, они все перенесены. И без того. Map, карта, диалоги. Что там еще? R, кажется, нет. T. Ну, пока что это все заблокировано и работало в демо-режиме, и поэтому сейчас это будет доводиться до финальной стадии. По локациям. То есть сейчас есть первая оригинальная готика со всеми оригинальными объектами. Ну, вот объекты с физикой, они по умолчанию включены. Кроме того, по умолчанию включены некоторые сглаженные объекты. Например, вот эта коряга, она была улучшена, и сейчас она есть во всех версиях, и в оригинальной, и улучшенных, и в финальных. Если я нажимаю на кнопку 1, загружается первая готика. Если на 2, Reload, но я ее нажму в самом конце. Если 3, то Smooth карта. Но она во многом считается и для четвертой версии готики тоже. То есть вот стволы деревьев сглаженные, тут у нас закругленные. И тут проблема номер 2, то что не получается интегрировать все в один проект с наработками Ильи, потому что влетает движок и не получается войти в игру. Сейчас мы посмотрим на Gothic Reload, что будет, если мы его запустим. То есть я сейчас нажимаю кнопку 2 и сразу нажимаю кнопку F3. Вот все интерактивные объекты падают в воду. И начинает сходить с ума. Мы поднимаемся наверх. Потому что у релоуда не была добавлена физика. Ну, в смысле коллизии, можно проходить сквозь объекты. Здесь отличительной особенностью является то, что вот такие вот прямоугольные балки поставлены по бокам. Так вот выглядит оригинал. Так вот выглядит то, что сглаживал Александр. То есть вот такие вот он балки понаставил. И здесь уже есть коллизия, нельзя проходить. Ну и в оригинальной готике тоже есть коллизия. Все наши интерактивные объекты попадали вниз. Бочки, сундуки. И мы переходим на локацию, которую сделал Илья. Так, это наработки Ильи, и перед тем, как мы заспаунимся, хотелось бы обратить внимание, что у нас здесь несколько вариантов растительности.
То есть мой троевек и все остальное, то, что Илья сделал. Отключаем, включаем. Много-много-много-много включаем. Ну и спаунимся, смотрим. Так, ну а это вариант локации от Ильи. Сейчас немножко пробежимся. Я надеюсь, не будет вылетать, если я буду щелкать переключение режима. Ну, попробую сейчас. И обратно. Не, ну вроде бы нормально. Сейчас тут текстура догрузится. Если, конечно, догрузились. Ну, в общем, я эту сборку передам блогерам, пускай посмотрят. Кстати, вода не догрузилась. Если я сейчас выйду, то все должно быть нормально. Ну, пока там выгружается, хочу сказать, что на этом пока что все. Сборка все еще в процессе сбора. Отлавливаются различные косяки. Исправляются, чтобы не нужно было объяснять, как там, что включать. На этом все. Пока-пока.